Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как работает ИИ-продавец Лампа-бот. Итак, приступим. Мы находимся на странице настроек. Здесь мы можем выбрать язык, на котором будет разговаривать ИИшка, то есть она может сразу подстроиться под язык клиента, либо можем выбрать какой-то заранее предустановленный язык. Ниже можем выбрать конкретную модель, на которой будет работать продавец, а ниже задать правила поведения. Как это работает? Под капотом есть уже большой промпт, который учит LLM вести себя как продавец. Он задает длину сообщения, учит его не разбазаривать всякую секретную информацию, устанавливает общие правила, которые делают из банального чата GPT продавца. Но под каждого клиента мы должны эту общую систему немножко огранить для того, чтобы ввести ИИ в контекст, который касается конкретно компании клиента. Таким образом, у нас существует сущность правила. Здесь мы описываем правила поведения ИИ конкретно для клиента. То есть в данном случае, например, мы продаем недвижимость, и вот здесь мы запрещаем писать эмоджи и смайлы, ниже мы задаем какой-то характер этому продавцу, более того, разрешаем ему использовать слова-паразиты, потому что мы хотим, чтобы это был не просто какой-то канцелярский чат GPT, а такой открытый, человечный, настоящий, будто бы менеджер по продажам. Запрещаем задавать ему вопросы, которых нет в инструкции. Далее существует такая сущность, как пояснение. Это дополнительный контекст, который поясняет искусственному интеллекту, дает ему больше информации о компании, на которую он работает. Например, здесь мы ему рассказываем, что у нашего клиента есть возможность давать рассрочку его клиентам. Таким образом, ИИ будет об этом знать и при необходимости об этом упомянет в разговоре. Здесь мы можем описать триггеры, по которым ИИ поймет, что пора позвать менеджера. Можем, например, написать, если клиент попросил позвать менеджера. Таким образом, не будет такого, знаете, классическая история, как в банках, что вы пишете, мне нужно поговорить с человеком, он такой, ну нет, давайте я вам помогу. Ты говоришь, нет, я хочу поговорить с оператором, он такой, нет, я буду сегодня вашим оператором. Ниже мы можем описать возражения, общие концепции, да, то есть есть возражение, я подумаю, есть возражение, я буду справиться с оформлением, и примерный ответ, как ИИ будет отвечать на то или иное возражение. Причем он будет адаптировать свой ответ. Например, если он уже ранее говорил, что будет там организована консультация с юристом, то второй раз он этого повторять не станет, потому что, это будет как минимум странно. Ниже мы также добавляем информацию в целом о компании, чем она занимается, кто целевая аудитория, и что компания продает. Опять же, для расширения контекста, чтобы ИИ еще лучше понимал, над чем он работает, что он продает и так далее. И так как мы все-таки про продажи, и это ИИ-продавец, то какие продажи могут быть без скриптов продаж? Я знаю, какие. Вот у нас подгрузился наш скрипт продаж. Итак, у нас здесь позитивный сценарий и разные ответвления от этого позитивного сценария. Давайте разберемся чуть-чуть поглубже. Любой скрипт продаж имеет некие стадии, некоторые шаги. И вот как раз эти шаги здесь и перечислены. Все начинается, допустим, с приветствия. В каждом шаге у нас есть задача, которую необходимо выполнить ИИ, и критерий успешного выполнения этой задачи. То есть в данном случае он должен сказать что-то типа «Добрый день, меня зовут Алексей, я представляю такую-то компанию». И критерием успешного завершения этой задачи будет, что продавец назвал свое имя. Причем у нас есть поведение в случае, если задача завершилась успешно, и поведение, если задача завершилась неуспешно. Например, если она завершилась успешно, продавец назвал свое имя, то следующий шаг, то мы идем дальше просто на следующий шаг. Если что-то пошло неуспешно, в данном случае мы тоже идем на следующий шаг. Сейчас покажу, где это может использоваться. Давайте сразу перейдем к шагу бюджет. Здесь для нас вопрос о бюджете является квалифицирующим. Нашему клиенту очень важно понять, какой все-таки бюджет у лида, чтобы не тратить лишнее время брокеров на работу с теми, кто в целом и не собирается покупать, или у кого нет денег, кто не готов к рассрочке и так далее. Следовательно, у нас есть задача, чтобы бот спросил, какой у вас бюджет в долларах. И клиент должен назвать свой бюджет. Как очень часто бывает такое, что клиенты не хотят сразу же отвечать на этот вопрос, они либо отвечают вопросом на вопрос, либо просто сливаются. Поэтому у нас существует система попыток. И продавец будет несколько раз задавать этот вопрос, постоянно его как-то меняя или объясняя, зачем он этот вопрос задает, для того, чтобы в итоге лид все-таки ответил. Но если 3 раза мы задали вопрос и лид не ответил, то шаг считается завершенным как неуспешно, и мы отправляем его в ветку отказ, где мы аккуратно
ему отказываем и говорим: сорян, но без понимания бюджета мы не сможем подобрать тебе какой-то там хороший объект, поэтому извини. Давайте посмотрим на ветку отказ, вот она. Тут также есть такая особенность, что минимальный бюджет для данного клиента это $90 тысяч. И если лид говорит, что у него бюджет меньше и не соглашается на рассрочку, то мы его отправляем и говорим, что извини, но мы работаем с бюджетом от $90 тысяч, но при этом, если он хочет, он может там купить инвестур, и также мы можем придумать там разные варианты. И тут уже лид, если все-таки решается на то, что вот где-то он эти деньги достанет, или решается на рассрочку, или решается на покупку инвестура, то у нас также здесь есть критерий успешного выполнения этого шага. Клиент говорит: ладно, я передумал, да, давайте все-таки хорошо, я согласен. То таким образом он для нас становится квалом, потому что мы квалифицируем по бюджету, и переводим его обратно в главный наш скрипт позитивный, на этап перевожу на менеджера. Таким образом у нас по шагам происходит путь, мы идем по позитивному сценарию, и если вдруг что-то в этом сценарии идет не так, то мы делаем специальную ветку и этот кейс обрабатываем отдельно, а потом уже решаем, куда отправить клиента дальше. Хочу обратить внимание, что у каждого шага скрипта могут быть свои правила. Зачем это нужно? Представьте, что вот здесь, например, если клиент не указал валюту и из переписки непонятно, что это за валюта, то продавец должен уточнить валюту, в долларах ли это. Ну и также, если вдруг клиент вообще не указал бюджет, то чтобы этот вопрос не задавался, потому что это было бы как минимум странно. Это правило будет работать только для этого шага, потому что зачем нам раздувать контекст, зачем нам хранить лишние условия, лишние если, которых из опыта скажу, может быть просто несколько десятков. В общем, в промпте, если мы можем промпт постоянно менять и подстраивать под конкретную ситуацию. В данном случае, если нам непонятно, в какой валюте, то продавец уточнит, какая конкретная валюта. Переходим к следующему разделу, который называется CRM-система. Наша платформа поддерживает на текущий момент AMA CRM и Bittrex CRM. Здесь мы можем выбрать конкретную воронку, можем выбрать этап, с которого начинается работа и продавца. И также мы можем описать правила перехода с одного этапа воронки на другой. Вот в данном случае, да, у нас есть этап, который называется квал, и для того, чтобы лид попал на этот этап, у него должен быть бюджет либо от $90 тысяч, либо он должен согласиться на рассрочку, либо должен согласиться на инвест-тур. Это правило работает повсеместно на протяжении всего диалога. Например, если вдруг в первом сообщении клиент сказал: у меня бюджет вот такой-то, он сразу автоматически станет для нас квалом и в CRM-системе переведется на соответствующий этап. Тут разные настройки, вставляется ответственный пользователь, выставляется, что делать, если довели до кэва, ну и так далее. Здесь ничего интересного для вас нет. Также у нас есть система напоминаний. Допустим, человек пишет вам на Авито, и кроме вас он пишет еще 10 другим компаниям, и, например, кто-то ему там отвечает, с кем-то он разговаривает, или ему просто позвонили, он отвлекся, он находится на этапе воронки «Новая заявка» на текущий момент. И если он не отвечает нам 3 минуты, то мы ему отправляем, допустим, один из ниже выбранных вариантов. Продолжим, ожидая ответ от вас. По сути, это инструкция, которая может быть любой. Мы можем ему сказать: задай клиенту заново свой последний вопрос. Или там спроси у клиента вот это. Или скажи клиенту вот то. Здесь может быть все, что угодно, но конкретно в данном случае он спросит: продолжим, либо ожидая ответ от вас, либо какой-то другой вопрос задаст. Если лид и в этом случае не отвечает, то тогда через 10 минут мы еще раз спросим его, актуальна ли ему вообще покупка недвижимости. Может быть, он опять отвлекся, игнорирует нас, а мы хотим его дожать. Если он снова не ответил, то через 15 минут мы его снова пинганем со словами, что мы остаемся на связи, у нас есть несколько объектов, там можно ссылку на Telegram прислать, допустим, вот у нас еще здесь есть. Можно дать какую-то пользу, может быть, ссылку на какую-то статью. В общем, дать что-то еще, что спровоцирует лида все-таки ответить нам. В итоге, через 12 часов мы сделаем еще одну попытку. Мы не получили ответа, свяжитесь с нами в удобное время. По опыту могу сказать, что огромное количество потерянных лидов теряется как раз на этапах. Если вот их не пинговать, они потеряются. А если пинговать, то конверсия вырастает на десятки процентов буквально. Есть возможность написать первым. Например, у вас на сайте находится форма, и клиент заполняет эту форму, в CRM-системе создается сделка. Как правило, в каком-нибудь неразобранном. Мы выбираем мессенджер, куда напишем, то есть, допустим, в этой форме указан номер телефона. И напишем, какое будет приветственное сообщение. Там: добрый день, я по поводу вашей оставленной заявки, как я могу вам помочь?
Ну и в таком духе. Выбираем этап воронки, с которого он будет забирать эти сделки, и естественно, на этом вся настройка закончена. Интересный момент, что мы можем ему отправлять не только приветственные сообщения, но и, допустим, он будет находиться на каком-нибудь этапе, вот там, ну, скажем, никвал. Мы можем его, как только сделка попадает на этот этап, то лиду из этой сделки будет отправляться какое-то сообщение. То есть так тоже можно сделать. Система очень гибкая и позволяет манипулировать множеством разных переменных. На текущий момент у нас поддерживаются вот такие источники: Telegram, WhatsApp, Instagram, Авито, онлайн-чат, email. WhatsApp, Telegram и Instagram, там есть даже несколько вариантов подключения. Там через WhatsApp 24, через Вабабу, напрямую через Мету, Telegram напрямую через Telegram-бота, либо опять же через WhatsApp. Инстаграм также. У нас есть вот такой онлайн-чат, который, это виджет, в чем очень любопытный. Давайте я вам покажу его. Этот виджет, понятное дело, можно настроить в виде цветовой схемы какой-то, да, под любой сайт, то есть, чтобы он выглядел однородно, красиво и так далее. В чем прикол этого виджета? Во-первых, видите, да, можно сразу же здесь указать ссылочку на Telegram и на WhatsApp, допустим. Но здесь есть настройка особенная, что этот чат будет открываться сам через 15 секунд. То есть, представим ситуацию. Лид зашел к вам на сайт, что-то ковыряется, гуляет по сайту. Он пока еще не принял решение, стоит с вами связаться, не стоит. И тут открывается сам автоматический чат, где ИИ ему предлагает перейти к беседе. То есть, если у вас остались вопросы, напишите там, или давайте обсудим вот это или вот это. И таким образом проактивное поведение этого виджета также увеличивает конверсию из посетителя в заявку. Кроме того, тут есть разные опции. Можно не просто, чтобы он один раз открылся при первом посещении сайта, а можно вообще задолбать, чтобы при каждом посещении открывался этот чат. Ну, это такое... не самая хорошая практика, но для кого-то это работает. В этом виджете мы собираем телефон. При первом сообщении сделка сразу же создается в CRM-системе и заполняется телефон. То есть таким образом мы не теряем этого лида, то есть всегда сможем с ним прозвонить его или связаться. Да, есть всякие расширенные настройки, можно выставить таймзону, потому что и продавец, он ориентируется по текущей таймзоне. Например, если он понимает, что можно вот галочку здесь поставить, а он понимает, что если у лида сейчас ночь, то, наверное, не стоит его беспокоить, потому что это вызовет агрессию, а нам это не нужно. Нам нужна супер лояльность от клиента, поэтому вот можно поставить галочку, и ночью тогда и продавец, даже если здесь срабатывает триггер напоминания, там условно через 3 минуты или через 10, ночью он ему писать не будет, просто чтобы не вызывать на себя какую-то агрессию. Можно добавить также задержку, потому что это странно, если вы пишете какому-то продавцу, да, в какой-то чат, и вам ответ приходит мгновенно. Поэтому здесь есть искусственная задержка, чтобы чуть больше мимикрировать под человека. Можно выставить расписание. Для кого-то важно, чтобы и продавец работал, скажем, только ночью или, скажем, только по выходным. Мы можем выставить конкретный день и даже конкретный промежуток времени, чтобы, в общем, и продавец будет работать только в этом времени. Также есть возможность подключить мой склад. Тогда и продавец будет сам ходить в мой склад, брать оттуда запрошенные товары, позиции, узнавать об их наличии, узнавать их цену и возвращаться обратно к клиенту с этой ценой, с этими со всей этой информацией. Естественно, если у вас большое количество разных товаров и вы используете систему «Мой склад», то и продавец может также помогать и здесь. Ну и также можно подключить специальную XML-базу объектов. Это удобно, например, если вы используете Profit-Base, если вы застройщик, у вас есть много объектов, вы выгружаете объекты автоматически на Авито, Циан. Вот этот feed XML, который используется для выгрузки на Авито, Циан, можно использовать как раз и здесь тоже, то есть скормить его и продавцу, и он также будет при необходимости обращаться к этому списку объектов, выбирать из них прям по запросу. Допустим, представьте, что нужно купить квартиру, и вы пишете продавцу, что я хочу именно однокомнатную квартиру на 2-м этаже. И продавец пойдет, составит официальный запрос в базу данных, и из базы данных получит все квартиры на 2-м этаже однокомнатные, получит их цены и вернется конкретно с конкретными объектами, покажет их, вышлет фотографии, ну и таким образом, естественно, состоится продажа, ну и вероятность того, что состоится продажа, она кратно увеличивается. Ну да, здесь есть система тестирования, список лидов, база знаний, куда мы можем подгрузить документы, как вордовские, так и PDF, так и изображения. Теперь давайте просто посмотрим, как это работает. Рассказывать можно долго, но давайте убедимся, что это все и правда работает так, как я рассказываю. Вот у нас есть CRM-система, есть две воронки, лиды-бот. Вот на подвес, да, видите, нет никаких здесь заявок. Ну и лиды-брокеры. В чем идея? Приходит лид, мы его квалифицируем, он попадает на этап квалификации. После этого срабатывает автоматизация самой CRM-системы SaleBot и через минуту переносит эту сделку в воронку брокеров. Таким образом, брокеры просто сидят в одной воронке
и ждут, когда здесь появятся свободные лиды, которых они могут взять и начать с ними вести какую-то работу. Вот у нас есть заранее настроенный Telegram-бот, жмем кнопочку «Начать». Сразу вот нам приходит ответ, мы видим, что в CRM добавилась сделка, заполнилось поле с никнеймом Telegram, и теперь мы давайте напишем «Добрый день». Сообщение тут же пришло сюда. И вот бот нам отвечает: «Добрый день, меня зовут Алексей, бла-бла-бла. Чем могу помочь? Я бы хотел купить квартиру». Видим, что он печатает. Якобы. Понял вас. Подскажите, какой ориентировочно у вас бюджет на покупку в долларах? Помните, да, мы уже проходили через это. Ну, давайте мы скажем, что 90 тысяч. Нет, давайте 100 тысяч. 100 тысяч. Просто 100 тысяч. Отлично, понял вас бюджет. А когда планируете покупать? В ближайшие месяцы или просто присматриваетесь заранее? Этот вопрос нам нужен для того, чтобы понять, насколько этот лид горячий. Ну, скажем, думаю, через месяц. Да, хочу сразу обратить внимание. Как только я написал, что 100 тысяч долларов, сразу же сделка перенеслась на этап новая заявка на этап квал. Таким образом, мы квалифицировали данного лида. В поле бюджет сразу заполнилась цифра, которую я написал, что у нас такой-то бюджет. Написал, что через месяц. И создалась задача на менеджера, на ответственного, о том, что срочно нужно связаться. Таким образом, если ваши менеджеры держат приложение AMA CRM у себя на телефоне, то это уведомление придет к нему мгновенно. Он сразу увидит, что вот новый лид, и с ним можно работать. Супер, время отличное, рынок сейчас реально живой. Смотрите, у нас есть крутая штука, инвест-тур на Пхукет. Смотрите, интересный момент. Он пропустил шаг, где нужно спросить, квартира или вилла. А у нас такой шаг имеется вот здесь. Вот, квартира или вилла. Нам надо понять, квартира или вилла. Он пропустил этот шаг, потому что я сам сказал ему, что я хочу купить квартиру. Он понял, что я хочу купить квартиру, и поэтому он не пытается задать этот вопрос мне опять. И сразу пропускает этот шаг и переходит к шагу про бюджет. Дальше я ему говорю: да, мне нравится, интересно. И вот он передает заявку менеджеру. Таким образом, у нас получается, что есть сделка. Сейчас, через минуту примерно, она исчезнет отсюда и попадет сюда в другую воронку. И таким образом брокеры увидят эту сделку и смогут провести какую-либо с ней дополнительную работу, дожать его, там, подписать документы, ну и так далее. Вот исчезла сделка отсюда и перенеслась сюда. Таким образом, с помощью этой системы мы можем настраивать скрипты абсолютно любой сложности, вложенности, куча веток. У вас может быть обработка разных целевых аудиторий разным образом, разными скриптами. Например, первый вопрос будет, чтобы понять вообще, кто к вам пришел, там какой-то лид, допустим, это B2C-шный лид или B2B-шный. B2C-шными мы работаем по одному скрипту, с B2B-шными мы работаем по другому скрипту. Система очень гибкая и позволяет делать огромное количество всего. Также у нас есть функционал, который позволяет отправлять на каждое действие продавца хук куда-нибудь, например, в систему N8N. Таким образом, вы получаете не просто продавца, да, который в рамках только одной системы работает, но, допустим, этот хук вызывает какой-нибудь флоу в N8N, этот флоу, допустим, создает счет для оплаты, отдает нам ссылку на этот счет или файл. Мы этот файл в итоге подгружаем, отдаем клиенту в Телеграме. Вот, кстати, еще интересный момент. Да, мы можем, например, попросить показать нам фотографии. Покажи фотографии объектов. Давайте посмотрим, что же он мне ответит на это. Да, вот пришли фотографии. Вот можно посмотреть вот в такой красивой галерее. Все как и нужно. Итак, друзья, если вы хотите себе подобную систему или в целом хотите получить консультацию о том, как внедрить к вам это и нужно ли к вам ее внедрять, то переходите по ссылочке в описании, там вы найдете мой контакт, сможете со мной связаться, и дальше мы с вами назначим встречу и обсудим, как вам можно внедрить данную систему.